8 секунд остается, 7 секунд. Предыдущая свеча закрылась красной. Я думаю, сейчас 2, 1. Отлично, в плюс закрылись. 6 сделок подряд. Сегодня я вам покажу стратегию, по которой торгует большинство трейдеров во всем мире. Вообще, это некая базовая база, которую должен знать каждый трейдер. И сегодня как раз-таки об этом вам расскажу, покажу, как можно работать, как можно зарабатывать, какие ситуации на графике ищем, на что обращаем внимание. Все будет в этом ролике, поэтому обязательно лайк, подписочка, как всегда, погнали. Перехожу, как всегда, на торговую платформу, на которой как раз-таки работаю, зарабатываю. Уже начал торговую сессию, как всегда, начал свою торговую сессию, даже не планировал, как всегда, ролик записывать. Потом думаю, ну нафига я открываю, по сути, просто так сделки, когда можно записать полезный контент с учетом, что я сам решил поторговать по данной стратегии без торговых ботов. Это именно руками открываем, смотрим на ситуацию на графике, работаем, зарабатываем. Открываю как раз-таки дневник, это текущая моя торговая сессия. Далее, вчера поработал, отличный результат, $212. Депозит сейчас небольшой, кто смотрел, начиная с первого эпизода, тот знает, там, предыдущие мои, как бы, скажем так, челлендж, предыдущие ролики, я начинал разгонять депозит со $100. На текущий момент $2129 на депозите. Сумма небольшая, но я никуда не гонюсь, я никуда не спешу. Да, у меня сейчас в сейфе на бирже закинуты деньги, которые могу вывести и работать комфортней, но я решил, пускай они лежат, потом просто их выведу, сейчас буду работать и как раз-таки приумножать деньги, то есть попробую разогнаться дальше. И продолжаю. На текущий момент сессия у меня открыта, видимо, активная торговая сессия по мартингейлу. Давайте я немножечко зум увеличу, чтобы вам было комфортнее видеть. 3 сделки открыл, 2 на повышение, 1 вниз. 3 сделки из 3 закрыты в плюс. Да, такое бывает не всегда. Запросто могло спилить, срезать сделку, потому что, ну вот видим, тени какие все равно на данном графике. Стратегия, к слову, подходит отлично для реального Форекс рынка, то есть как раз-таки реальный рынок, не OTC, а реальный рынок. Да, активов высокодоходных здесь меньше, поэтому я ставил фильтр себе от 76 уведомлять, то есть это низкодоходность помечать активы, и доходность от 77. Здесь включаю реал, здесь у меня включено, просто вот галочками включаю все активы, чтобы все помечено было. Реал, ну, по сути, здесь криптоакции не нужны, потому что как раз-таки биржевые Форекс активы, они только находятся в валютах. Ну, просто все выделил для того, чтобы вообще в целом все было активно. Автопереключение всех пар, интервал 3 минуты стоял, можно выключить, это ни к чему нам настройка, она больше для автоторговли. Но почему я оставляю? Для автоматической ротации активов. Какие-то уходят в низкодоходные, какие-то обновляются в моменте, то есть они могут из низкодоходных переместиться сюда или в целом замениться, взяться, ну то, что сейчас находится с низкой доходностью. То есть для автоматической смены активов. Я уверен, что вы уже устали от моей автоторговли. То есть я запускал автоматических ботов, все предыдущие ролики, поэтому я решил как раз-таки, что пора как раз-таки, раз я начал руками торговать и контент записать, и объяснить вам эту стратегию торговли. Несмотря на то, что в своих стримах я до этого как раз-таки именно этой стратегией работал. Ну, немножечко там видоизмененно, но по ней самые основные деньги зарабатывал всегда. То есть активирую бота SR Signals Merget. То есть этот бот показывает уровни поддержки, сопротивления, показывает уровни, где происходили отскоки, автоматически определяет данные уровни. А также самое то, что удобно, это я немножечко обновил уровни поддержки сопротивления, он склеивает ближайшие уровни. То есть если мы видим здесь уровень, здесь у нас был уровень и здесь. На старом скрипте у нас здесь было просто 3 совершенно разных уровня. Ну, как бы 3 разные линии на разных высотах находились, просто каша была. Сейчас этот индикатор как раз полностью склеивает все близлежащие уровни, и получается очень удобно, очень комфортно работать. Именно благодаря этому как раз-таки более четкий анализ происходит. Далее перехожу в авто, показываю, да, то есть по авто все как бы здесь нормально, да, ты запустил, головой не думаешь, и бот сам по себе работает, поэтому где-то может быть минус, давайте реал включу, где-то может быть минус, где-то вот плюсик, видим, здесь плюсик у нас был, здесь тестовый суммарно почти 100 сделок было открыто, и видим всего $28. Потому что это был, например, догон на компенсацию. То есть я смотрел, как отрабатывает стратегия по догон на компенсацию. К слову скажу, что это был как раз-таки именно тест, и если бы я, как в предыдущем ролике, запускал данного бота именно по мартингейлу, то здесь была бы большая сумма. Ну, как говорится, была бы, дабы мешает. Такие результаты. То есть вы все видите, как это выглядит на экране.
Далее перехожу на график и объясняю суть стратегии. То есть у нас как раз таки бот SR Signals на Support и Resistance и Adaptive Trend Finder. Показываю настройки данного индикатора. Даже создам пресет, размещу его в телеграм-канале вместе с ссылкой на данный ролик. Называю его пресет из ролика. Все, он так и называется. Пресет из ролика SR. Нажимаю «Создать». И как раз-таки этот пресет поделюсь им с вами. То есть вот он на экране можете увидеть. Просто нажимаем 3 точки. Это я забыл как раз в предыдущем ролике показать. 3 точки. Импортировать пресет. И сюда вставляете как раз-таки вот этот код. Просто в импорт пресета, код пресета и импортировать. И у вас потянутся все настройки, которые у меня сейчас настроены. То есть видимость данных линий, прозрачность, как раз-таки вот все, что я настраивал, там по мелочи на самом деле практически ничего его особо не трогал. Все это у вас отобразится. И обычно как раз-таки Adaptive Trend Finder, который, так скажем, классика Adaptive Trend Finder. Название индикаторов показываю 15789, и Adaptive Trend Finder у нас он называется под ID, точнее 3555. В поиске просто его вбиваете, ищите. Рассказываю саму суть стратегии. Немножечко задержался, да, там небольшое такое долгое вступление было. Что мы делаем? Мы ищем более-менее сильные уровни, от которых уже была реакция, или какие-то более локальные уровни образованные, и от них берем на коррекцию, то есть на отскок. К примеру, давайте сейчас подбираю ситуацию и объясняю вам ее, показываю. Давайте возьмем здесь сделку на $50 вверх, на текущий момент, точнее 30 секунд остается, то есть если у нас сейчас свеча не уходит ниже данной синей линии, то есть она не уходит вниз, то беру на повышение. Почему это делаю? Видим, сейчас у нас был большой такой быстрый рост, то есть активное трендовое движение на повышение было на М1. Включаем, можем М5 включить для проверки, то есть включаем старший таймфрейм, видим боковое движение у нас сейчас происходит. Включаем обратно М1, видим отскок. Отскок от уровня происходит. Дожидаемся последние секунды и открываю сделку на повышение на 1 минуту. Таймфрейм М1, повторяюсь у меня. Открыл сделку на повышение на 1 минуту. То есть в данном случае я увидел боковое движение. Это не значит, что прям обязательно 1000000% уйдет все наверх. Это лишь вероятности. То есть у нас есть уже уровень образованный, от которого у нас было движение. То есть, по сути, мы ходим в небольшом коридоре. Можно это нарисовать примерно таким образом. То есть есть у нас коридорчик. И между его уровнями, между границами этого коридора пока что происходит движение. Дожидаемся здесь окончания сделки. Если будет минус, делаю двойной догон, потому что я работаю по мартингейлу. Повторюсь, если у вас депозит, например, там $100, $200, неважно, всегда берем 1% от депозита и менее для того, чтобы не рисковать своими деньгами, потому что все-таки это финансовый инструмент, здесь риски всегда высокие. Я беру на $50, потому что как бы даю отчетность себе, что я делаю, какие решения принимаю, в какой ситуации, и знаю, как, если что, отработать. То есть, когда ты уже имеешь опыт, понимаешь, что ты делаешь, ты можешь где-то, да, завысить риск-менеджмент. Это нормальное дело. Видим, сделка закрылась в плюс. То есть вот 4-я подряд сделка именно по этой стратегии. И это одна из ситуаций, то есть когда мы ловим такое боковое движение. То есть в боковом движении график ходит всегда от уровня к уровню, то есть в неком таком коридоре ценовом. Далее, какие еще ситуации ищем? Нахожу еще ситуации и показываю вам. Давайте пометим вот этот актив флажком Out-Shift. Почему? Потому что мы здесь видим, что у нас образовался уровень поддержки, от которого у нас была реакция. Что значит уровень поддержки? Это когда у нас, вот, допустим, до сюда дошел график, он от него оттолкнулся, создал уровень, то есть ушли свечи наверх. Затем подошли к нему, здесь произошла реакция. Реакция отскока, то есть произошла реакция движения вверх. Отсюда, если у нас сейчас подходит к этому уровню, можно попробовать 1-2 сделки взять на повышение, на отскок от этого уровня, потому что этот уровень у нас на текущий момент более-менее достаточно такой, так скажем, крепкий. На 5 минутках смотрим, то есть у нас вот оно движение. Раз реакция, 2 реакция, вот сейчас, возможно, будет 3-я реакция. То есть от такого уровня можно брать сделку. Давайте я лишнее удаляю с графиков. И почему еще так же, ну, точнее не почему, а точнее какой дополнительный фактор здесь можно использовать для открытия сделки. Видим такой подобный уровень, отскочили от него, возвращаемся одинаковыми свечами, то есть уверенный подход красными свечами, то есть продавцы продавливают. Если касаемся или прям где-то на уровне подходим, открываем первую сделку, вторую максимум наверх, 3-ю, то есть максимум 2 догона на актив используем. Если у нас и активно прям сильно импульсом пробивает, то есть мы уходим ниже этого уровня, то есть куда-нибудь вот сюда, например, улетаем. Давайте нарисую. То есть вот так сюда уходим куда-то.
то вот здесь мы уже не берем на повышение. Все, мы пробили уровень, мы пробили, по сути, здесь текущий уровень и вот этот вот спотение, если считать, то, получается, пробили двойной, так скажем, уровень. Все, не надо. Сюда не входим в такие ситуации, нам нужны более уверенные. То есть, если сейчас мы подойдем к этому уровню, на покупку берем одну-две сделки и затем уже как раз-таки отрабатываем. Далее еще ситуация показал вам, какие могут быть сейчас еще новые. На самом деле, по данной стратегии не очень много сделок, поэтому вам нужно это понимать. Поэтому нужно отрабатывать как раз-таки усидчивость, терпение и свою насмотренность, чтобы видеть вовремя нужные ситуации и вовремя их отрабатывать. Увидел график, беру сделку на повышение. Почему это сделал? Смотрите, такая ситуация. Да, мы можем уйти ниже, но здесь у нас был предыдущий уровень, вот так вот давайте расчертим. Здесь у нас произошел уровень сопротивления. Мы его пробили, он превратился в уровень поддержки. На текущий момент это у нас уровень поддержки. Плюс у нас наклоночка сформировалась. Наклонка сформировалась благодаря вот этим 3 свечам и одной зеленой. То есть, по сути, Adaptive Trend Finder, то есть автоматический адаптивный поиск наклонок трендовых, он строится с погрешностью приблизительно. То есть он не идеально по теням, не идеально по свечам строится, он нам просто показывает текущее, по сути, трендовое движение. Но, я думаю, вы это тоже видите, здесь не надо никаким экспертным там видением обладать, да, что у нас вот он проходит через эти точки. Плюс у нас здесь был чуть ранее серый уровень. Серый — это уровень из прошлого. Вот он у нас был уровнем как раз-таки сопротивления достаточно сильным, возле которого... Отлично, плюсик забрали. Отлично, 5-й плюс у меня подряд получается. Вот он, возле этого уровня мы потерлись, так скажем, немножечко, пробили его, и теперь он превратился в уровень поддержки. Сейчас он хорошо отработал. Можно здесь еще одну сделку на покупку прямо сейчас взять, даже на активной свече. То есть пока ожидаю небольшой еще отскок вверх на данном графике. И жду завершения сделки. Давайте подождем вместе, посмотрим, что у нас будет. Если что, возьму еще один догон. Но на самом деле у нас впереди еще есть достаточно сильный уровень. Это как раз-таки вот эти красные точки, это как раз, точнее, красные полосы, это как раз-таки у нас достаточно сильные уровни из прошлого. Вот они. То есть у нас, по сути, есть еще куда лететь. Текущий локально у нас образован. Вот он образуется уровень. Но я думаю, мы пока есть куда лететь, можем и слетать. Давайте, дожидаемся. 8 секунд остается, 7 секунд. Предыдущая свеча закрылась красной. Я думаю, сейчас 2, 1. Отлично, в плюс закрылись. Прошу прощения, цель достигнута. Я выставлял просто на Take Profit $200 себе. Там не 200, 200, по-моему, с копеечкой. Закрылись все равно, 250, по-моему, выставлял. Закрылись $261. Ничего страшного, запускаю новый менеджер, то есть новую стратегию, как всегда, нажимаю просто менеджер, все настройки у меня выставлены, первая сделка здесь 14, я ее все равно нарушаю, это выставлено, как раз таки у меня был на 1% вчера выставлял от депозита, можете 22, например, если один выставляю, $22. Но в любом случае я все равно торгую на $50. То есть у меня установлено $50. Видим, 6 сделок подряд. Просто торгую по уровням поддержки сопротивления. Как находить уровни поддержки сопротивления? Просто запускаем SR Signals Merge. То есть это адаптивный бот, который сам сливает все близлежащие уровни, который сам вам показывает. Вам не надо быть профи, чтобы увидеть, что у вас здесь синий. Это значит уровень, от которого когда-то был отскок. Синий. Серый — это уровень сломленный, то есть мы его здесь пробили, но по сути здесь ложный пробой произошел и ушли наверх, то есть вот здесь можно продлить его, здесь у нас находится уровень поддержки тоже. Далее, красный — это уровень сопротивления, то есть по сути красный говорит sell жми, то есть продать жми, зеленый говорит жми покупать в этот момент. Опять же, если все бы было так просто, да, если бы не было так тяжело, назовем это таким образом. То есть нужно все равно видеть ситуацию, понимать, что происходит. Видим, здесь была хорошая ситуация, то, о чем я и говорил. На как раз-таки AUCHIF, австралийский доллар, швейцарский франк, то, что я и говорил. Я пока предыдущим графиком занимался и как раз-таки перезапускал менеджер торговый, упустил ситуацию, то, о чем я говорил. То есть мы были близки. То есть вот здесь, когда мы подходили, то есть как раз вот это после красной свечи можно было открыть сделку наверх. Очень хорошая ситуация. То есть по открытию свечи мы бы здесь открылись, тут бы закрылись. И забрали бы еще свои $42,5. Но ничего страшного, ни в коем случае не пытайтесь догнаться. То есть не то, чтобы догнаться, а гнаться за упущенным моментом, за упущенной ситуацией. Вот увидите, что ваш сетап отработал уже, все, не лезьте. Все, не надо, руки
со стола, подняли наверх, выдохнули, вдохнули, ищем новую ситуацию. То есть все, ваш сетап ушел, ваше время ушло. Здесь я флажок снимаю, метка мне ни к чему. Смотрим, что у нас еще есть на графике. Вот здесь через 17 секунд беру сделку на повышение. Зачем я это делаю? Сейчас я вам объясняю. Возможно, будет минус, не отрицаю. Потому что, опять же, здесь мы пока что находимся на текущем уровне, как бы в верхней границе коридора. Но все равно беру сделку на повышение. Почему? Общее трендовое движение наверх. Переключаю на график М5, на более старший таймфрейм. Видим, наверх у нас все идет, показывает. Включаем пробу М15, тоже на М15 мы идем уверенно наверх. То есть у нас, по сути, трендовое движение на повышение. Мы общий тренд уловили, но его как бы и так на М1 видно. То есть мы видим, что большое количество свечей на М1, достаточно большое, идет вверх. Идет здесь вверх, корректировались, идет снова вверх. Далее, что мы здесь можем увидеть? Мы можем увидеть, что у нас здесь как раз-таки был уровень поддержки. Это тот самый боковик, о котором я говорил. По-моему, мы здесь уже открывали график, да? Chief GP. Это я сегодня открывал. Отлично. В любом случае, то, что я вам рассказывал. То есть мы ходили вот в этом боковом движении, в этом коридоре. Давайте я вам нарисую, чтобы было более наглядно. То есть мы находились вот здесь это. И мы, как только выстреливаем вверх, желательно словить коррекционную свечу. То есть, если мы вышли за границу, ловим красную свечу, чтобы следующую закрыть зеленый. Но вот у меня не точно было открыто, но все равно плюс свой забрал. То есть, видим, там, наверное, буквально 1 пункт разницы. 1 пункт, и все равно забрал плюс. Я бы еще, наверное, здесь одну сделку на повышение открыл. Хорошая ситуация. Все-таки ожидаю, что мы дальше пробьем, пролетим, полетим. Давайте посмотрим на М15. На М15 нам есть куда лететь. У нас здесь не закрытый имбаланс. Вы сейчас скажете, что такое ник? Имбаланс. Ты вообще какими словами разбрасываешься? Имбаланс — это когда разрыв справедливой стоимости, назовем так, да, происходит. То есть я вам показываю на графике. Вот такая ситуация. Мы видим вот здесь это свеча резко импульсом улетела вверх. Имбаланс не перекрыт, то есть это имбаланс, слишком большой разрыв, то есть слишком сильно продавали. Здесь слишком продавали сильно. Далее все, кто-то там, большой игрок, вышел с рынка, разорвал эту цену. У нас здесь происходит далее движение на графике на рынке. Такое движение происходит. Далее здесь мы как раз-таки вышли из вот этого, вот он у нас уровень здесь был, здесь проторговочка была, из вот этого уровня вышли, пошли наверх. Закрылась сделка в минус. Отлично, это очень хорошо, это очень хорошо. Так, где мы были? Chief GPI, все правильно, да? На $110 догоном захожу здесь. Ну, то есть не прям идеально зашел, конечно. Давайте на М1 включаю. Вот, все-таки пока ситуация немножечко такая, знаете, под вопросом, потому что мы не ушли вверх над наш прямоугольник, который я рисовал. Давайте не так сделаем, а вот так вот. То есть мы находимся, вот это вот боковое движение. То есть мы все равно еще остались в боковике, просто его границу вот сюда чуть оттянули границу этого самого боковика. Поэтому здесь, конечно, такая рисковая ситуация, но все равно взял сделку на хорошем импульсе, то есть на границе как раз-таки, на кончике свечи, так скажем, на тени свечи. Вот, такое движение происходит, бывает. Немножечко поспешил, да, поспешил, вот смотрим, как закроется. 3, 2, 1, ну, возврат был. Был возврат, вы сами видели. Ну, реально просто подфартило. Разница 0. Просто вернулись деньги обратно. Значит, следующую сделку на 110 открываю долларов. И как раз здесь ситуация, где лучше бы, ну, по сути, было, конечно, да, надскок. Пока что продолжается боковое движение. Новую ситуацию ищу и посмотрим. Посмотрим, давайте отработаем что-нибудь. Вот снова ситуация боковым движением. Давайте на продажу сделку открываю. Буду здесь продавать. Зачем я здесь продаю? Мы видим синий. Синий такой прямоугольничек, это значит уровень, как раз от которого уже ранее была реакция. В нашем случае реакция отскока. То есть мы видим на графике такую ситуацию. Давайте я вам разлиную немножечко. Мы как раз создали вот здесь уровень, ушли вниз, немножечко здесь походили, поторговались. Боковик у нас, боковое движение идет, бам, оттолкнулись опять от этого уровня. Ушли вниз, снова вернулись, оттолкнулись. И пока что походили в боковике, снова подошли к этому уровню. Здесь жду реакцию отскока небольшую, либо пробой, да, вот так. Вот это вот может быть, да, может быть и пробой. С учетом, что время 19:50, по-моему, сейчас по Америке в 19:30 были новости. Там низкой важности, но все это может влиять. Все это может влиять, да, да, были новости. Замечательно, хорошо, хорошо.
Не всегда все идет гладко. Вот видите, такие ситуации тоже бывают. Давайте делаем еще догон. Здесь на продажу открываю. Попробую еще продать, потому что у нас все равно пока что продавцы есть. Все-таки есть у нас продажа. Видим, тень большая, зеленая тень. Точнее, у зеленой свечи тень сверху. Соответственно, у нас продавцы еще выдавливают. То есть борьба. Пока что сопротивляются. Смотрим. Уровень пока что у нас сопротивление работает. Плюс мы как раз коснулись предыдущего более сильного уровня. Вот он сопротивление, от которого уже была реакция. Раз еще реакция, ждем, смотрим. Остается 17 секунд. Как раз, что я еще хотел бы показать, немножечко упустил, это некие моменты уже на глаз определяешь. Смотрим, у нас есть наклонная. Наклонка, да, у нас была сломлена примерно вот здесь вот слом произошел, то есть у нас, по сути, возможно потенциальное движение вверх. Но у нас вышли мы из канала и опять возвращаемся, по сути, в этот канал. И сделка, тем не менее, закрылась в плюс. Два минуса, как бы, получается, один плюс. Очень здорово, замечательный результат. Поэтому буду завершать ролик, да, ну вот видим трендовое движение. Наклонка сама говорит, тренд вниз, все, продаем вниз. Можно наверх продавать, опять же, если мы находимся у какого-то уже синенького уровня, то есть уровень, от которого была реакция. Самое главное, что нужно понимать, что все отрабатываем на демо-счете. То есть все тесты, эксперименты, обучение проводим на демо. Данная стратегия очень хорошо себя показывает на реальных биржевых активах, то есть на реальном рынке, не OTC. На OTC тоже можно работать, но нужно понимать, что OTC — это синтетические котировки, то есть, по сути, которыми может управлять в том числе сам брокер. То есть, и также в том числе могут управлять другие трейдеры и, по сути, двигать цену, то есть продавливать ее в том или ином направлении. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте. Еще поторгую, да, думаю, в следующем ролике по данной стратегии, чтобы показать вам новые ситуации, чтобы это все откладывалось в памяти, откладывалось в мозгу. Вот, кстати, ситуация была. Ситуация отличная под конец ролика. Уже входить в сделку не буду, потому что с красную свечу рисует. Смотрите, трендовое движение вниз на понижение. Мы можем ради интереса М15 включить. Вот он, Аучив, австралийский доллар, швейцарский франк. У нас есть трендовое движение на понижение. Далее, что мы здесь видим? Мы видим, что здесь был синий тот самый уровень, то есть вот этот локальный уровень был. Мы коснулись зеленой свечой, жмем кнопку продать, продаем прямо вот здесь. И уходит выше, у нас здесь можно взять догон, потому что здесь есть еще один как раз-таки уровень. Вот он самый красный помечен. То есть, по сути, здесь у нас два уровня рядом находятся. И продаем, и забираем свои деньги. Давайте сейчас прям дождусь просто 4-3 секунды, посмотрю, закроется. Если красная свеча, это был бы плюс. Бам! Был бы здесь плюс. Хорошая ситуация. Можно было бы отработать, но не забываем. Удаляем из головы фома, то есть боязнь упущенной прибыли. То есть смотрим, упустили момент, и хрен с ним. На рынке каждую минуту происходит огромное количество ситуаций. Не в эту минуту, так в следующую минуту вы найдете свое. Обязательно лайк под видео, подписка на канал. Вы в правильном месте, в правильном направлении движетесь, правильные темы изучаете. Пока-пока.